Это страшная женщина. Но почему же и кто она? Давайте смотреть вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Но опять-таки, смотрите, вы человек, который обладает потрясающе точной интуицией. У многих могут проиграться магические способности. Это может быть, ну, поскольку это общий расклад, у кого-то это наклонности к целительству, да, вот способности, у кого-то к тарологии, ну, то есть какие-то эзотерические направления. Вы можете развивать, вы можете кто-то планировать, да, но вот как-то не решаетесь. Но есть среди вас и те, которые оказывают такую, может быть, очень легкую какую-то помощь, но вы все-таки помогаете людям. Кто-то, может быть, расклады делает, кто-то, может быть, тем самым банальным целительством, да, кому-то, может быть, вы снимаете головную боль. Сюда еще можно отнести и ваше такое большое увлечение какими-то такими науками, ну, по типу психологии, да, может быть, какие-то такие важные философские, серьезные науки. То есть, ну, астрологию еще сюда можно отнести. То есть вы, в общем-то, человек, который любит какую-то тайну, вы любите разгадывать тайны, да, вы любите копаться, вот кто-то в звездах, кто-то в ритуалах, кто-то в таро, а кто-то вообще, может быть, даже вот именно в своей интуиции, да, ну, в таком самокопании я бы назвала, и вы отсюда можете получить очень много важной информации. Вы человек, который на самом деле, вы очень семейный, да, это не говорит о том, что вы сейчас имеете семью. Вот ваше естество, да, вот вы стабильный, вы постоянный, вы очень нуждаетесь именно в том таком семейном теплом микроклимате, да, который для вас очень важен и который для вас очень ценен. И неважно, даже если сейчас вот нет у вас семьи, да, это может говорить о том, что, может быть, вы находитесь в поисках той самой единственной женщины, которая даст вам именно то ощущение семьи, ощущение уюта, комфорта, да? Ощущение, когда вот вы на одной волне. То есть это такое родство душ. Это не просто там женщина, с которой я живу, сплю там, которая мне кушать готовит. Для вас вот именно важно, чтобы в женщине вот состыковались вот такие важные моменты, как именно какая-то вот родственная такая душевная близость, да, вот сначала вы, в общем-то, цените душу в женщине, а потом уже, конечно, все остальные ее качества. У кого-то проиграется однозначно начало нового жизненного этапа. Но опять же, у кого-то он давно уже начался, да, поскольку это общий расклад. У кого-то, может быть, недавно разрушение, расставание вот именно семейных каких-то, либо стабильных таких отношений. Может быть, вы даже и не были, да, вот в законном браке. Там может проиграться и гражданский брак, это могут проиграться и довольно серьезные такие стабильные отношения, на которые вы возлагали в будущем какие-то серьезные свои намерения, да. Но, тем не менее, женщина не оправдала ваши надежды. Ну, мы сейчас не будем глубоко копаться, почему вы разошлись, да, у каждого это будет своя история. Но, тем не менее, я вам скажу, что вы как будто открыли глаза, да, вот на свою женщину, вы увидели ее иной, вы как будто очень сильно в ней разочаровались, помимо того, что здесь могут быть и предательства, и измены, обманы, но как будто вы взглянули, да, вот именно по-другому. Вы могли сами ужаснуться и подумать: боже, с кем я живу, да, как я мог с ней прожить, в кого ты превратилась. Возможно, кто сейчас находится в таких сложных, таких токсичных отношениях, у кого-то из вас может тоже возникнуть такая мысль. И давайте как раз по поводу этого сделаем маленький такой опрос, да, напишите, ребят, у вас вот в ваших отношениях, вот, допустим, с вашей женщиной, с которой вы разошлись, у вас было такое, как озарение, да, может быть, это осознанный такой внутренний анализ, да, самоанализ, анализ ее поведения происходил, да, и вы, может быть, поняли, что действительно, вот с кем я живу, да, какой ты стала, как сильно ты изменилась, да.
Поэтому напишите, вот у вас была такая ситуация, ну, такого тотального разочарования, и вот именно, может быть, даже у кого-то эта самая фраза в голове и была озвучена, да, с кем я живу, да, то есть это такой ужас, да, вы сами ужасались, кем же стала ваша когда-то любимая женщина. На самом деле вы, ребят, полны ресурса, вот как бы сейчас ни обстояли ваши личные дела, вы на самом деле, вы полны ресурса к построению новых отношений. Вы это знаете, вы это понимаете. Единственное, что я не вижу пока вот такой женщины, которая, ну, показалась бы вам, может быть, хоть немножко достойной, чтобы строить с ней серьезные отношения, да. Я не вижу женщины, которая смогла бы зацепить ваше сердце. Вот какие-то романтические истории ваши я точно не беру во внимание. А вот именно для жизни, вот именно для той самой семьи, о которой вы все так мечтаете, да? Вы готовы вкладываться. В общем-то, вы не поменялись. Вы человек, который ценит взаимность, вы человек, который готов вкладываться в отношения. Но для начала вам нужно встретить, ну, женщину, которая зацепит вас именно своими такими струнами души, что ли, да? Ну, давайте-ка смотреть, что же за страшная женщина появится в вашей жизни, вообще кто она, да, с чем она появится. Ух ты, причем прикроем мы наготу. Причем, знаете, эта женщина, она на самом деле не такая страшная, как я просто назвала этот расклад, да? Ну, здесь немножко о другой истории, поэтому не пугайтесь, не нужно хватать валидол, карвалол и падать в обморок. Давайте все-таки разбираться, что же это за женщина. Ну, смотрите, то, что я вижу по раскладу, это однозначно женщина, которая, ну, она вхожа в ваш, скажем так, не совсем близкий круг общения. То есть вы с ней можете как-то общаться, да, вы можете пересекаться, неважно, по работе, не по работе, это общий расклад, я не привязываюсь к месту, вы это знаете, у всех проиграется по-разному. Ну, то есть это может быть такая история, что где-то она там рядышком может жить, может быть, действительно, вы в магазине где-то пересекаетесь, где угодно. Но вот как-то вот она вас все-таки выделила. Вы можете, кстати, у кого-то может проиграться, что вы тоже эту женщину заметили, вот отметили именно ее внешность, может быть, фигуру. Эта женщина может проиграться, скорее такая темноволосая, может быть, рыжая может проиграться, но не блондинка. Хотя, опять же, это общий расклад, мы не привязываемся точно к цвету волос. Вы могли отметить какую-то такую сексуальность в ней, да, такая хорошенькая, длинные волосы, такая довольно уверенная в себе, знает, чего хочет. Ну, по крайней мере, вы ее оценили просто, ну, вот как мужчина, да? Ну, потому что вы ее душу, в общем-то, не знаете, то, что для вас важно. Поэтому вы особо так и не влюблялись в нее. Просто вот, ну, симпатия, да, увидели там, может быть, красивая соседка у кого-то там приехала, новенькая, да, там, квартиранточка какая-то, грубо говоря. Но она вас воспринимает совсем не так. Причем, опять же, у кого-то это проиграется, что вы совсем короткий период времени с ней, ну так, где-то пересекаетесь. У кого-то уже может быть довольно, ну как, относительно длительный период, у кого-то это месяц, два, три, да. Ну то есть она как будто ведет за вами такое вот своего рода наблюдение. Вы однозначно зацепили струны ее души. Вы однозначно ей понравились. То есть, если вы обратили внимание, ну, чисто на внешность, да, она как будто считала вот вашу прям энергетику. Да, конечно же, она оценила и внешность, это однозначно, точно так же, да, и какая у вас и фигура, но как-то вот для нее это немножко второстепенное. В общем-то, как и для вас, да, вот именно внешняя составляющая, тот самый фантик от конфетки, который я так называю. Она вас читала энергетически, и причем у нее тоже может проигрываться довольно неплохая интуиция.
Она может быть водного знака зодиака, но не обязательно, поскольку общий расклад. То есть она человек очень интуитивный, она очень эмпатичная, она очень чувствует людей. И она вас читала как мужчину, который, в общем-то, несет ну, такое абсолютное ощущение надежности, некоего такого доверия, что ли, да, за которым хочется спрятаться, который может служить, и, ну, как бы служить, нет, служить, наверное, неправильно все-таки слово я подобрала. Ну, то есть она поняла, вот именно даже прочувствовала, что вы человек, за которым можно быть как за каменной стеной. Вы можете говорить мне все, что угодно, да, в комментариях, что вот вы такой вот никакая не каменная стена, у вас куча проблем и так далее. Но немножко по-другому женщины считывают мужчин. Они видят и ваш потенциал, да. Другое дело, если вы даже что-то не делаете. Может быть, у кого-то сейчас вообще депрессия, да, и там минималка по зарплате. Опять же, у каждого это своя история, но тем не менее, вот она заметила в вас такой вот сильнейший мужской потенциал, да. И если у вас сейчас даже, к примеру, пусть там и небольшая зарплата, вот она просто считала на энергетическом уровне, какой вот вы можете быть еще лучше, да, вы и так ей понравились, вы можете еще класснее быть, да. То есть она влюбилась в вас. И знаете, вот вы разбили сердце, действительно, вот она почему-то думала, что вы как-то вот проявитесь, да, вот ее адрес. Вот вы проявитесь как мужчина, будете как-то там, может быть, флиртовать, там брать телефончик и так далее. Но поскольку вы просто, ну, чисто внешне так оценили, что, ну, да, ну, симпатичная, да, и пошли себе дальше. Ну, либо же там кто-то, может быть, перекинулся парой слов. Опять же, в зависимости от того, где вы общаетесь. Но она для себя поставила цель, что не-не-не, дорогой, ты будешь моим в любом случае. Это, знаете, я теперь поняла суть расклада. Страшная женщина, это не значит, что она там крокодил какой-то, да. Это на самом деле, это женщина, которая ни перед чем не остановится, чтобы только вы стали ее. Ну, обычно таким занимаются мужчины, да, вот понравилась женщина, и все, вижу цель, не вижу препятствий. А здесь немножечко по-другому. Вот здесь она сама себе как будто слово дала, что вот я хочу быть с этим мужчиной, да, вот она настолько вот мощно вас прочувствовала каждой клеточкой, и она решила действовать. Она может активничать, у кого-то может уже проиграться, да, что она может быть уже там, ну, грубо говоря, так слегонца бегает за вами, да, какие-то знаки внимания может оказывать. У кого-то может быть по работе она старается мелькать, ну, если это срезонирует по работе. У кого-то может быть, я не знаю, там в подъезде, если это, допустим, она может за солью 150 раз прибежать, либо еще за чем-то. Но опять же, женская фантазия, она не имеет преград. Поэтому, ну, здесь до бесконечности, да, вот женщина может под разными предлогами к вам приходить, какую-то помощь просить. То есть она будет по-любому что-то придумывать, чтобы с вами сближаться. Причем у нее это очень быстро получится, потому что, ну, во-первых, она такая, ну, довольно интересная, как женщина, да, а для мужчины, ну, все-таки это тоже немаловажный фактор. Хоть вы любите душу, но когда за вами будет бегать крокодил, ну, точно мужчина, ну, никак не отозвется, не отзовется, вернее. Поэтому, когда она будет за вами ухлёстывать, так скажем, да, вы очень быстро отзоветесь, и здесь большая вероятность того, что вы настолько быстро почувствуете, что это ваш человек. Вот как-то вам будет с ней, знаете, какой ориентир будет? Вот первонаперво, наверное, это будет такая легкость, да? Это будет легкость в общении, это будет какое-то веселье, да, потому что, ну, обычно такие женщины, ну, они умеют подобрать тот самый ключик к сердцу мужчины. Те самые шутки-прибаутки, те самые какие-то, ну, такие истории, да, где можно расслабиться, посмеяться вместе, да, где-то пофлиртовать, такой взаимный флирт. Она вас подсадит на флирт, вы будете флиртовать, вы будете там ухахатываться с ней, да. То есть именно этой легкостью она вас и зацепит сначала. Ну, это такой ее маленький такой план будет.
То, что ваши отношения, вот если вы, ну, опять же, пойдете в эти отношения, да, те, кто захотят, потому что, ну, как говорится, отношения – это дело добровольное. Вас ждет такое, знаете, вот состояние, вот какой-то настолько вот уверенность в себе у вас вырастет, потому что она, ну, как говорят, подкормит ваше эго, это одно. Она будет из тех женщин, которые, я пытаюсь просто вот по-простому вам объяснить, да, вот какая это бывает ситуация. Она будет вас хвалить, да, она будет ценить то, что вы делаете. А для мужчины похвала это, ну, это вообще просто, да. Многие мужчины в котенка ручного превращаются после похвалы. Она будет находить к вам нужные слова в нужное время, где поддержать, где похвалить, да. То есть она будет вас гладить, ну, не против шерсти, так как это делали ваши прежние женщины. Она вас будет вот гладить руками, гладить словами, чем только угодно. То есть вы поняли, да? Довольно мудрая женщина, довольно интересная история. И я вам скажу, что у кого-то это могут сложиться действительно серьезные такие отношения, в которых вам будет вот именно вот в кайф делать все с ней. Начиная от каких-то бытовых моментов, заканчивая интимом. Вот вы будете как на одной волне. Это то самое родство душ. Это та самая легкость. Вот легкость, это, наверное, такой основной еще ориентир будет, да, чтобы вам было понятно, что за женщина, о ком я сейчас говорю. Может быть, уже она где-то в вашем, ну, в вашем обитании, где-то там рядышком. Может быть, вы уже с ней там на уровне флирта, да? У кого-то еще это, может быть, ну, чуть попозже будет. Поэтому вот легкость, когда нет никакого напряга, это очень классное такое ощущение, когда ты понимаешь, что тебя вот воспринимают таким, какой ты есть. Ты можешь расслабиться, ты можешь где-то посмеяться, где-то поплакать, и тебя не будут высмеивать, говорить, что да елки-палки, да ты же мужик, да мужики же не плачут, да? А вот именно с такой женщиной вы можете снять свои все вот эти маски, да, и просто быть собой. Это легкость, это уверенность в завтрашнем дне. Вы даже вот у кого, допустим, из вас, потому что сердечко израненное, да, ну, такого доверия прям тотального может и не быть к женщинам, но вот именно эта женщина, она настолько покажет вам, что да не, дорогой, все женщины разные, и те, которые были раньше в твоей жизни, они кардинально отличаются от меня, да? Поэтому это будет и легкость, это будет расслабленность какая-то, вот внутренняя, это будет гармония с этой женщиной. Конечно же, много страсти, но не без этого, потому что вам будет хорошо во всем. Вот ваш человек, он ваш во всем. И вы это, ну, просто каждой клеточкой почувствуете, мои дорогие мальчишки. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!